Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию фильмов студии Paramount Pictures. У меня есть коллекция некоторое количество их фильмов, и обзор ее будет разделен на два видео. В данном видео я покажу издания в простых амареях, без каких-либо дополнительных материалов. А в следующем видео покажу издания в слепах, с карточками и буклетами. Итак, начинаем. Первый фильм, это у нас фильм «Трансформеры» Майкла Бэя с Шайа Лабафом в главной роли. Далее, следующая, это вторая часть «Трансформеры. Месть падших». И третий фильм Майкла Бэя с Шайа Лабафом «Трансформеры. Темная сторона Луны». Здесь у нас уже красная накатка. Такая вот серия фильмов. Далее. Фильм «Телеведущий снова здравствуйте» с Уиллом Ферреллом в главной роли. Такая вот комедия. Это вторая часть. Первая часть на Blu-ray не выходила, только на DVD. И данный фильм интересен одним эпизодом, в котором снялись Джим Керри, Уилл Смит, Лиам Нисон и некоторые другие известные актеры в одном эпизоде с битвы телеведущих. Далее, опять же, фильм с Уиллом Ферреллом, а также Марком Уолбергом. «Здравствуй, папа, Новый год». Это у нас комедия. Также выходила и вторая часть. «Здравствуй, папа, Новый год». Где помимо Марка Уолберга и Уилла Феррелла также снялись Джон Литгоу и Мел Гибсон. Такие вот два фильма. Далее четвертый фильм про Индиану Джонса от Стивена Спилберга. «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Такое вот издание. Фильм также у меня есть на DVD в 4К. Это издание на Blu-ray. Далее. Фильм Тома Круза «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся». Вторая часть будет в следующем видео. Издание в слипе. А данный фильм вот в таком издании у меня представлен. Далее, следующее кино. Это фильм Брайана де Пальмы «Неприкасаемые» с Кевином Костнером, Чарльзом Мартином Смитом, Энди Гарсией, Робертом Де Ниро и Шоном Коннери. Шон Коннери за роль в данном фильме получил свой единственный Оскар. Фильм «Неприкасаемые». Далее фильм с Полом Раддом и Джейсоном Сегелом «Люблю тебя, чувак». Комедия, в котором главную роль сыграл Пол Радд, будущий Человек-муравей вселенной Марвел. Далее фильм Мартина Скорсезе, не совсем для него частый вид фильмов. Данный фильм про первые годы кино. «Хранитель времени».
про одного из первых фильмоделов. Далее. Фильм с Одри Хепберн «Завтрак у Тиффани». Такое вот издание. Далее. Два фильма братьев Коэнов. Это старикам тут не место. С Томми Ли Джонсом, Хавьером Бардемом и Джошем Бролином. А также еще один фильм от братьев Коэнов «Железная хватка» с Джеффом Бриджесом, Мэттом Деймоном и также Джошем Бролином. «Железная хватка». Далее. 3 фильма из серии «Миссия невыполнима». У меня есть 6 фильмов, но данные 3 фильма представлены на вышних Амареях. Это фильм «Протокол Фантом», 4-я часть с Томом Крузом, которую снял режиссер мультиков «Суперсемейка» и «Рататуй» Брэд Бёрд. Далее. 5-я часть «Миссия невыполнима. Племя изгоев» с Томом Крузом. И Том Круз «Миссия невыполнима. Последствия», 6-я часть, последняя, которая у нас выходила с русским языком. Присутствует внутренний арт. Вот такая вот серия фильмов. Далее. 2 фильма из серии «Джи.Ай. Джо. Бросок Кобры». Представлены вот в таком вот издании. Первая часть и 2-я часть. Далее 3 фильма из серии фильмов про Джека Райана. Здесь у нас представлены «Игры патриотов» и «Прямая явная угроза», в которых главную роль сыграл Харрисон Форд, а также Джек Райан «Теория хаоса», где главную роль сыграл Крис Пайн. Вот 3 фильма. Как мы можем видеть, у изданий Paramount чаще всего встречаются зеркальные накатки на дисках. Далее фильм Даррена Аронофски с Расселом Кроу, фильм «Ной», где также снималась Эмма Уотсон. Мы можем видеть ее на обложке фильма. Далее фильм Мартина Скорсезе «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо. Далее 2 фильма из серии про Кловерфилд. Первый фильм — это фильм «Монстра». Такое вот издание. И фильм «Кловерфилд 10».
Третья часть выходила на стриме и на дисках у нас не выходила. Далее фильм романтическая комедия «Слишком крута для тебя». Далее фильм Питера Джексона «Милые кости», в котором снялись Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, Сьюзан Сарандон, Стэнли Тучи, Майкл Империоли и Сирша Ронан. Далее еще один фильм с Марком Уолбергом от студии Paramount. Это фильм «Стрелок» по роману Стивена Хантера. Здесь мы видим одну из немногих накатку с изображением от студии Paramount. Дальше фильм «Ковбой против пришельцев». Фильм Джона Фавро, в котором снялись Дэниел Крейг, Харрисон Форд и Оливия Уайлд. Фильм провалился. Далее. Двойное издание «Чудаки 3 и несносный дед». Коллекция чудаков с двумя фильмами. 2 диска. Далее фильм с Сашей Бароном Коэном «Диктатор», в котором он сыграл диктатора. Далее фильм, за который режиссер «Пиратов Карибского моря» получил свой Оскар. Это фильм «Ранго». Анимационный фильм. Опять же, цветная накатка. И в оригинале данного персонажа озвучивал Джонни Депп. Далее. Фильм фантастический про перемещение во времени «Континуум». Проект «Альманах» в оригинале. Далее, следующее кино это фильм с Кейт Уинслет и Джошем Бролином «День труда». Далее фильм Адама Маккея «Игра на понижение», в котором снялись Кристиан Бейл, Стив Карелл, Райан Гослинг и Брэд Питт. Ну и Марго Робби тоже. Далее фильм с Робертом Де Ниро «Знакомство с родителями». Фильм с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером. Далее 3 фильма, которые снял DreamWorks, а прокатывал Paramount. Первый фильм, которых здесь будет, это фильм «На крючке» с Шайа Лабафом, Мишель Монаган и Билли Бобом Торнтоном. «На крючке». Далее от этого режиссера
с тем же Шайа Лабафом фильм «Паранойя». Вот у меня попалось издание, на котором спереди нету названия самого фильма. И фильм Бена Стиллера «Солдаты неудачи», в котором снялись Джек Блэк, сам Бен Стиллер и Роберт Дауни-младший, который за роль в данном фильме был номинирован на Оскар, но не выиграл. Далее фильм «Охота за красным октябрем». Первый фильм про героя Джека Райана. Здесь у нас снялись Шон Коннери и Алек Болдуин. Далее фильм «Губка Боб». Следом фильм Джей Абрамса, фильм «Супер 8», который продюсировал Стивен Спилберг. И, наконец, последний фильм, который хочу показать от студии Paramount, это фильм «Геракл». Фильм Бретта Рэтнера с Дуэйном Джонсоном от студии Paramount. Такие вот издания от Paramount в простых амареях у меня есть. В следующем видео я покажу оставшиеся издания от данной студии. А на этом мое видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. Надеюсь, вам понравилось данное видео. И пока!